Итак, друзья, начинаем мы, собственно, проработку нашего черепа. Я это делаю сразу, первым делом накидывая объем ему, где чего будет, да? Ну, соответственно, еще и хочу добавить злости нашему черепку, выражение, чтобы он был более злобный. Ну, не знаю, как получится, посмотрим. Никогда не загадываю. Самое интересное, хочу признаться, что вообще, садясь когда рисовать, я, честно говоря, не представляю часто конечный результат. То есть не напрягаюсь этим особо. Для меня это рисование как такой кайф. Я просто кайфую. И вам советую подходить к рисованию именно с этой точки зрения. Иначе смысла, иначе это будет головняк вечный, нервотрепка, это будет ремесло тогда. Ремесло, оно напрягает, я сам по себе знаю, что это такое. Если вы сделали из своей работы ремесло, из своего кайфа, так скажем, да, из своего хобби, потом вы столкнетесь с такой вещью, как, задолбало. Вот задолбало, наступает время, задолбало. Хочется отдохнуть, хочется бросить все это нафиг. А хобби, оно всегда хобби. Итак, повторяем, да, чтобы вы помнили, что у нас передняя часть черепа, она уже, чем задняя. И мы это выделяем всегда. Многие этого не делают. И зря, на мой взгляд. Потому что я много видел черепушек нарисованных, даже у мастеров, реальных мастеров, которые на самом деле на череп не похожи. То есть похожи на какой-то череп, да, но не на человеческий. Как мы знаем, в вселенной Вархаммер приветствуются черепа человеческие. Никто не делает там, не использует, да, в своих сервиторах или где там еще, в каких-то летающих этих штуках черепа, например, орков. Никто не использует. Или там еще каких-то тау. Все используют человеческие. Это фишка. Поэтому наш череп должен быть именно человеческим. Соответственно, все перспективы и структуры, все его виды, они бывают разные, конечно. У людей разные черепа. Но в основном, да, анатомия черепа должна быть, структура его сохранена и показана нам. Ну, это мое мнение, да? Я вас не призываю следовать тупо ему. Наше хобби хорошо тем, что здесь, особенно в Вархаммере, хорошо тем, что здесь можно делать чего хочешь, на самом деле. Никто особо не будет против. Итак, мы даем объем всеми силами, какие у нас есть, и возможностями. Потом, когда я куплю веб-камеру, да, и поставлю ее, хорошая веб-камера стоит денег, у меня пока что нет возможности ее купить. Просто. Когда я ее куплю, мы уже можем с вами записывать видео с разбором конкретным. Ну или если вы пожелаете очень сильно, да, то я могу записать видео с конкретным перечнем красок, какое, когда и где идет и как. Пока что мы с вами записываем просто видео, объясняющее суть и схему нарисования фрихенда. Об этом меня часто просили. Я это и делаю. Пока я, как вы видите, не показываю, да, всего, как точно нарисовать его, чем, когда и чего. Я это делаю пока в общих чертах. У нас задача сейчас, чтобы вы поняли саму схему, да, как он рисуется, что мы используем, что мы не используем,
как мы к этому делу подходим вообще. Поэтому я делаю это все быстро. Ну, чтобы вам было понятно. Итак, вот сейчас, да, мы с вами набросали его предварительные объемы нашего черепа. Он у нас, в принципе, неплохо смотрится, да? Череп у человека, как какого-то преступника, возможно, который не очень любил империум. Из него сделали чучело. Вообще мир Вархаммер, конечно, интересен в этом деле. Мне эта вселенная очень нравится именно тем, что в ней именно подается система, как сказать, взаимоотношения смерти и жизни, как обыденная вещь такая, ну, как очень хорошо в игре. Space Marine сказано про это. В тегах всяких. Лучше умереть за императора, да, и так далее, бла-бла-бла. То есть цель в жизни должна быть. Итак, у нас здесь есть нюансы еще, да, еще есть нюансы в этом черепе, но он уже, в принципе, готов. Сейчас мы накидаем букву L. Вопрос каким цветом, да, чтобы смотрелось интересно. Предлагаю его сделать стальным. Не золотым, как я изначально планировал, а стальным. Пусть будет пока со стали. Еще раз, да, можно вот здесь обратить внимание. Сначала мы рисуем самые выступающие, самые важные, да, в нашем фрихенде детали. На данный момент самой важной деталью являлся череп и буква L. Венок и все остальные приблуды — это второстепенные дела, украшательство такое, так называемое, да, нашего фрихенда. Поэтому мы его делаем потом. И удобнее будет вам на самом деле все это делать, прорисовывать уже после, да. Пока что мы накидываем. Это уже как бы идет работа, да, но все равно и на этой стадии нужно внести изменения какие-то, доработки в сам процесс, так скажем. Поэтому, как видите, я особо тут не напрягаюсь, делаю это все просто. Потому что дальше я буду его оттачивать еще. Подрисовывать, отрисовывать. Ну, уже сейчас надо делать, стремиться, да? Ну, надо стремиться к тому, что он был сделан хорошо. Чем лучше вы сейчас его прорисуете, тем меньше головника, потом доделки будет. Так я еще не решил, на самом деле, до конца, надо ли добавлять ему бионику всякую, этому черепу. Но, возможно, шланги мы добавим какие-нибудь. Посмотрим. На стадии уже потом попозже решу.
Сейчас мы накидали его. Давайте дадим ему немножко трещин. Трещины мне нравятся. Разные. Они придают реалистичности. А это важно. Потому что я повторю, что есть много видов фрихендов с черепами, которые на самом деле являются чем угодно, но не настоящим черепом, да? Ну, кому что нравится, на самом деле. Кому-то нравится так рисовать. У меня есть, знаете, знакомые, даже среди заказчиков, которые любят комиксы, да, вот, и даже изображения, как в комиксах. Ну, вот любят люди. Я повторюсь, как бы сторонник реалистичности. Как-то так, да. Основная работа по черепу у нас закончена. Основная. Дальше пойдет доработка, проработка, выделение, подрисовка. То есть нам нужно текстуру кости уже сделать будет самой, проработать и так далее. Пока что сам череп вот получился такой. Как по мне, даже очень неплохой. Все, продолжение следует.